Так, ну наши заокеанские друзья просмотрели начало стрима, ролик сказали, перевожу, хороший воркшоп, ну, в смысле мастерская, Мгм. отличные рабочие условия, пожелали удачи, Спасибо. здоровья. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот, ну, Мгм. мы им сказали тоже спасибо. Ну, я потом отпишу. Они немножко запаздывают, видимо, там YouTube смотрят с большим лагом. Вот. Мгм. И сказали, что у тебя четко за спиной стоит проект 641 Фокстрот. Точно, точно, молодцы. Это они помнят еще с той Кузькиной матери. Так, ну давай еще пробежимся, там что у нас на полках. Девятка, да, на нижней части стоит там. Вот потом я не Ну знаю, что... да, это вот это 9D, этот, да, над ней 21 тип, тоже германская. Дальше идет 949 Антей, это Орел у меня. Он, кстати, у тебя ссылка на него на продажу, он РТ. Угу. Вверху этот надводный этот шнельбот, Шнальбот. ну, личный в И моей там коллекции. семерка, да? И на самом верху, правда, не видно, вот это вот семерка там, вот виднеется. Это вообще моя первая самая модель, с которой все начиналось. С этой стороны видно 212 на самом верху, потом гидроплан Дельта, вот кому не видно, вот он с Угу. крылом таким. И касатка, ну, касатку, наверное, все знают. Я уже ее 100 раз показывал. Тоже гидроплан, тоже с БРВ этим. Вот таким. Вот такая вот. Тоже у него винт вот такой вот. Слушай, вопрос. Я сейчас, ну, не знаю, могу неправильно перевести, видимо. Ну, Мгм. постараюсь. Вы используете рыбы для создания для приманки, для ловли большой рыбы. Так, короче, Я понял. ну, Это, ну как вам сказать, это игрушка для взрослых дядечек, можно toy так for сказать. big boy. Да, для big boy. Просто это модель для души называется. Ну, как бы так. Не для приманки и не для рыбной ловли. Причем здесь рыбная Модель ловля? для фана. У них они для души не поймут. Модель Модель для фана. для души, да, для фана. Это все скоростное. Что вот это, что дельта, это тоже она скоростная. Это из ряда экстремальных моделей. То есть это быстроходный. Как бы он промежуточная между подводной моделью и надводной. Он ныряет. То есть он погружается, ныряет и потом выныривает, как этот. Вот. Ну, гидропланом называется. И вот что, касатка, что это. Сказали, Ну, что вторая это похоже на Boeing 747. Это ракета. Ну, мы объяснили, что это не ракета. Это ну, как она это... типа ракеты, но он такой тоже гидроплан, с V-образный хвост у него. а, они думали, Вот. что это ракета. Ну, в смысле, ракета. Я такой вот. Rocket Launch Fire. Ну, запуск Да, ракеты с огнем. вот такой вот. Да. Как части корпуса крепятся, соединяются? В смысле, Саш? Александр, ну, насколько я знаю, там через батон эти разъемы, которые мы для электропроводов используем, они для этих частей и скрепляются. Это, А, это по какой модели? ну, видимо, для БРВ версии там вариантов много, но, ну, не знаю, но Сейчас какой... я понял, покажу. Вот, показываю на касатке. Они, вот если видно, Да, 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 да. электрический разъем банан. На этих Бананос, бананах точно. они крепятся. И вот сюда вот входят. На этих бананах она держится. Ну, это так, это вот они туда входят, и все, и в таком виде она уже держится, и все, и плавает сама. Да, ну и, соответственно, там пару шпангоутов, куда входит цилиндр, чтобы он там не болтал его и дальше соединяется.
Да, Да. я уже начал такую систему собирать, в принципе, тоже бананы припаял, у меня в часть на 641 кормовая будет туда, ну, в смысле, входить, не то, что вы подумали. Эти бананы, вот для касатки они просто не актуальны, она даже без этих бананов держится. Но чтобы она не играла, этот хвост, это надо что-то думать. Сначала думал каким-то фиксировать винтом, но это для, допустим, быстрого какого-то запуска на бассейне, это долго. Это надо отверткой крутить и все такое. А здесь ее раз положил, и все. Она соединяется в одно движение. Так, у нас еще вопросы, опять-таки издалека. А, Спрашивает, ну тут сынуля, видимо, Боба, спрашивает, вы тоже используете магниты для крепления тяг? А, кстати, мы тогда вчера с тобой разговаривали. Используете ли вы, нет, вы тоже используете магниты для крепления тяг? нет, я не использую. Мы Мы не используем, используем. я No. не использую, просто, ну, я, может быть, по старой закалке вот этой тяга, она должна быть тягой, а магнит, он все-таки может, даже какой бы он крепкий не был, он может, сам знаешь, разъединиться. То есть, ну, препятствие какое-то там, или еще какой-то поток сильный, вот. Что-то такое, ну, не использую, но для некоторых деталей я делал такие системы. Это не себе, а на заказ клиенту. Допустим, вот на 949 проект подъем мачт я делал на этих... Почему? Чтобы когда соединяется это крышки корпуса, она в одно касание, она касается этого магнита, и все. Потому что без этой системы там не сделаешь просто. Эти тяги, это надо бы какие-то лючки делать, а лючки это уже внешний вид портится и так далее. А так мы на простых электрических соединителях, ну, от клемм электрических, мы это делаем, мы так не используем магнит. Ну, раззадорили вы американцев своими ответами. Они сказали, что очень сложно объясняют. Ну, короче, Google, видимо, что-то им перевел. Они поняли, что мы не используем магниты. Они сказали, что вы используете очень сложные технологии. Спрашивают, почему. Но мы объяснили, почему. Потому что это ненадежно. Мы считаем, что ненадежным. Мы считаем ненадежным. Давай я на пальцах нарисую, может быть, они поймут. Это... Ну, это там через Google сейчас магнит, я еще попытаюсь объяснить. Магнит это как бы сложное. Россия, подключайте, что мы с американцами-то только через Skype общаемся-то, Вот именно. Вот, значит, одна тяга, вот вторая тяга. И главное, Ли там что-то рисует на бумажке и думает, что я вижу. Сейчас я покажу просто. И на двух болтах оно скрепляется. Вот. Да, в принципе, я так и понял. Вот. Одна тяга, вторая тяга. Между ними электрический вот этот вот клеммник, который на двух болтах крепится это. Все. Здесь ничего, это проще нельзя придумать ничего. Сейчас я покажу это вживую, потому что у меня модель как бы здесь. Вот, господи, вот он. Видно, нет? Да, вот это электрический соединитель. Вот он. Клеммник. Да, вот этот клеммник, и я сюда подключаю второй от цилиндра, и вот у меня вот так вот он работает. Вот он. Уже лучше, чем это, ничего не придумаешь. Да, и тут руль у меня повара. Я просто побоялся, что магнит у меня просто да, может, ну, если я резко переложу руль, он выскочит. Так вот я ж про что и говорю, что были случаи, что выскакивал. Ну, если я правильно понимаю, то вот наши некоторые, скажем так, немецкие коллеги,
утверждают, что ну нет, вот держится надежно. Ладно. Ну, я тебе так скажу, Володь, это кому как нравится это. Некоторым нравится так, некоторым нравится так. Ну, у кого нервы покрепче, тот ручку аккуратно перекладывает, а кто-то это раз ее, если руль перекладывают, то знаешь, что он точно будет переложен, а нет, отцепится. Да, да, да. Мне сказали, что мы используем устаревшие технологии. Ну, какие Ну, я ж используем? сразу сказал, что я немножко по старинке работаю. Просто есть какие-то такие критерии, которые они вот уже испробованы годами на опыте, в общем, на таких. А это вот на этих магнитов, да, оно такое-то, но я использую их в тех случаях, когда вот эта тяга, она просто не будет работать. Мгм, Или невозможно соединить потом будет. мгм, мгм. Вот в этих случаях я использую. А так, в принципе, мы по старинке работаем. На проверенных уже этих самых вещах. То есть это вещь уже проверенная 100 лет назад. Сказали, что в случае заклинивания руля посторонним предметом или попадания под препятствие, тяга отсоединится и тем самым э, безопасно отключит механизм от руля. Тоже верно, Во. согласен. Но опять же я говорю, кому как нравится Вечер английского языка у меня начался. это. Ну да, да, да. Тебе положено, да, Ну, ты да, практиковался. вот это самое, переводить еще. Они-то с гуглом переводят, а я-то напрямую. Ну М, да. Ну, в общем, про тяги речь прошла, но они в восторге, говорят. Very nice, говорят, они, говорят, прям аплодируют стоя. Ну, как у нас в этом. Вот, пожелали нам опять-таки здоровья и успехов. Вопрос задают еще раз. Какие силовые установки, видимо, так, я перевожу для себя, моторы вы используете на моделях длиной больше, чем один метр, по-моему. Сейчас. Ну да, Ага, метр, если в футах я перевести. понял. Значит, На больших моделях, big sized, не знаю. основной у меня, значит, двигатель на всех вот этих, практически на всех этих моделях 280-й коллекторный двигатель. Speed 280. Ну, то есть 280 это длина корпуса. Да, 280 или 260. На маленьких я использую 130-й мотор. Вот. Допустим, на таких быстроходных моделях типа Альфы, там я ставил бесколлекторные моторы типа 2212 930 кв. Бесколлекторный мотор. Вот. А на таких обычных или 280 или 300. Больше нет смысла ставить там. Ну, Вот. Ну, смотря какие. Там есть модели с большими винтами. Вот на них надо 480, а то даже, может быть, и 500 ставится двигатель. Это в зависимости от винта. А на моих моделях у меня самый большой, значит, винт это 50. Это на Альфе у меня. 50, он хорошо, прекрасно, великолепно работает и с 280-м мотором через редуктор. Вот. Но ставился и 300-й я на нем ставил, и даже 400, какой? 480-й. Нет, 400-й. 400-й, да. Speed 400, да? Да. А Ну, так, в принципе, я сейчас перешел полностью на коллекторные моторы, потому что клиенты иногда отказываются от бесколлекторных моторов, говорят, они на маленьких оборотах неправдоподобно работают. Ну, я не знаю, кому как нравится. Мне, допустим,
нравятся бесколлекторные системы. Вот на таких вот, ну, про это отдельное, про эти гидропланы, там бесколлекторные только стоят моторы. Там особо мощные двигатели, потому что коллекторные не сгорит сразу на таких оборотах. У меня на дельте там вообще 20 тысяч оборотов под водой, водомет стоит. На этой где-то 14 или 16 тысяч, она немножко тихоходнее. Вот. То есть там другие обороты и другие требования к двигателю. А на таких вот копийных моделях 280 работает на ура. Вообще отличный мотор. Через редуктор. Ну, Не понятно. напрямую, не напрямую, а через редуктор. Мгм. Так, ну, Саша проснулся. Да, говорит, для БРВ. Мы уже про это поговорили уже, а он только проснулся. Ага. Какой размер бананов, спрашиваю тут. Пятерка? 3,5. Три с Три с три с половиной. половиной. Ну, у меня 3,5 нет, у меня пятерки, я на пятерках соединю. И сколько штук? Ну, Две, Саша. Я видел две. Две. минимум 2, максимум Ну, можно три. 3 или 4 можно даже Ну, если поставить. большой разъем, на 941 там 4 там их, они тремя не удержатся. Я почему начал с этими бананами связываться? Потому что клиенты на БРВ попросил мне сделать огни навигационные, рабочие, чтобы они и через эти бананы, и они же как направляющие корпуса. Великолепно, они даже просятся, сделай мне как ну, рабочую группу сделай. Как раз две. Как раз 2, да. А 3 это вообще там какой-то можно Ну, еще какой-то левый, правый там включать. Там. левый, правый, да, ну, такой вот сделать. Или что. Это прямо они просятся, сделай, пожалуйста, мне такую, ну, то есть действующую какую-то систему. Мгм. Боб сказал, что вот его технологии отличаются от твоих. Ну, Ну, понятное естественно, дело. Мы не копируем его мы технологии. не копируем, да. Вот я что про наших американских коллег, я более так вот наблюдал за Дэвидом Мерриманом. Это мой, как говорится, как учитель мой был. Больше я с его это так брал пример какой по его этим. Но там в основном по ВПЦ это, там у него этот. А так какая разница? Мы же моделисты, мы всегда перенимаем опыт других и как бы потом делаем свое какое-то там решение и все такое. Ну, я от этих его систем, которые работают на воздухе, я сразу отказался, потому что я один раз утопил так 21-ю, вот такого типа. Она была с шариками у меня, там воздушный компрессор, типа AirCaps. Система стояла маримановская, Дэвида Мерримана. По его этой системе я сделал такую эту. Но что-то она не пошла, и модель утонула. После этого я сказал, что не надо мне этих систем, и остановился на поршневых системах, потому что поршневая система на данный момент считается самая надежная, самая безотказная система. Так, Ну, для таких целей. сейчас я переведу еще один комментарий. Ваши автоматические, ваша система автоматики похожа на немецкие. Да, она похожа на немецкие, но немножко здесь есть, конечно, в конструкционном отличие, но она похожа. А почему бы и нет? Ну, похоже, да. Ну, похоже, но не точно такая же, как энгелевская Так он и система. пишет, что это похоже. Типа он не утверждает о том, что мы копируем немецкий. Говорит, похоже на немецкий. Видел, говорит, в Европе такие. Ну, они считаются вообще немецкие, одни из лучших в мире это. Но почему бы и нет? Почему бы и нам не сделать такую систему? Пишет, что российские, Russians, российские современные подводные лодки
лучший образец для... лучший прототип, наверное, так перевести. Лучший прототип для моделирования. Очень Ну, хорошо подходит для размещения оборудования и простая конструкция. подтверждаю. Правильно. Да, Хорошего, да. у него очень много моделей российского сегмента, мы с ним общались. Российские модели, лодки очень пригодны для моделирования. Очень просто. Американский класс Лос-Анджелес, там очень сложно все. Немецкие еще сложнее, французские непонятные, а русские подводные лодки, все очень просто. Либо круглая она, либо в носу острее. Ну да, и подтверждаю, с 901 года так делаем. Подтверждаю, да. Да, это есть такое. Александр Смирнов. Не, магнит не наш метод. Да, Саш, магнит не наш метод. Ты промотай стрим к нам поближе. Он как-то с опозданием все это спрашивает. Не, Саша, магнит точно не наш метод, об этом мы же решили. Но хотя я применял такие системы, мне нравится, что она щелк, так и готово. Вроде как это. Но боюсь, что при рывке она отскочит. Уж маленький там 5-миллиметровый пятачок, и он может, мне бы что-нибудь посолиднее. Так, ну, вопросов нету более. Я смотрю, что у нас и океан затих. Нет, есть еще вопрос, сейчас переведу. Господи, ну спросят же. Сейчас. В каком возрасте вы начали этим заниматься? Я не верю, что вы новичок. Ну отвечай ему, не знаю. Я же уже говорил, я начал заниматься еще со школы. Когда был школьником, где-то с 14, с 13-14 лет. Не так перевел. Каков ваш опыт в этом деле? Вот. Короче, вот именно вот в этом, он имеется в виду бизнес. Каков ваш опыт в бизнес-деле? Короче, сколько лет ты занимаешься моделью на продаже? Вот так вот, я по-русски уже скажу. 20 лет. 20 лет, да. То есть, ну, он... Вот, все началось с семерки. Вот видите, на этом самом, вон она на самом верху, семерка. Эта модель была сделана в 2004 году. Вон там. И вот с этого и пошло и понеслось. Дополнительные проекты, технологии изготовления и так далее. Вот и считайте, с 2004 по сей день 20 лет. Ну, это... Кстати, мог бы сказать, сколько он лет в бизнесе, не написал. Это Боб Мартин? Ну, видимо, нет, не Боб Мартин, это его там, у него работает человек, они просто под ником своей компании пишут, кто знает, кто там из них пишет. Ну, понятно. Ну, кто-то пишет, говорит. Великолепный бизнес, удачи вам в нем, не бросайте. Да не собираемся. Хорошо. Спасибо. Так, ну, Али, будем, наверное, закругляться, то мы уже про мастерскую поговорили. Давай, наверное, немножко посмотрим, что у нас в маркетинге. Что ты предложил для, ну, скажем так, для широкого круга? Сейчас я включу демонстрацию. Ну, демонстрацию включай, я уже объясню. Так, демонстрация, и поехали на сюда. Сейчас, секундочку, да. Все равно перейти. Перехожу. Итак, у нас на демонстрации, тебе видно? Да, видно. Ну, это вот эта вот 212-я модель лодки в 72-м масштабе. Сальвадоре Тодара называется. С-526. Итальянских ВМС. Да, вот. В наличии вот она вот в одной штуке. Предлагается в комплекте. Там и аппаратура с ней идет. Значит, и вся электроника, все уже готово. В комплектация РТР. Да, то есть включай и беги. Да. Ну, если запускай.
Включай и работай. Да, работ. Так, смотрим следующее предложение. Переходим. Это модель РТР Курск. Курск, но он видно, вот я же его показывал, вот эта модель, только без передатчика, без аппаратуры. Та же самая тоже в комплектации РТР, она готовая уже к продаже модель. Тоже идет в комплекте радиоаппаратура, модель, подставка для модели и инструкция. Да, и вот спецификация вся внизу. Спецификация дается внизу, и что можно внизу, если ты можешь там посмотреть вот внизу, это вот специальные причиндалы для нее там. Ну, это что внутри, там вот этот цилиндр ВПЦ. Вот тяги Это на вот, вот этих вот. да, тяги на наших соединителях, Ага. на простых. Ну, вот такая она, мачты там виднеются, вот все, что покрашена она, значит, нанесена ватерлиния, маркировка, вот все как положено. Так, и у нас еще валы. Это валы и тяги, корма. Да, валы, тяги и винты, вот Угу, винты. пластиковые, вот, о которых мы говорили. Это. Да, винты не металлические, сразу Да, предупреждаю, винты пластиковые. да, винты пластиковые, не металлические. Там латунная втулочка и контргайка надо потянуть, чтобы винт не скрутился. Не сошел, да. Так, комплектуем. Ой, господи. Подставка, транспортный ящик, Видеокамера. видеокамера, модуль навигационных огней, зарядное устройство, RC-переключатель. Это то, что можно к ней еще Приобрести. да, отдельно. купить дополнительно. Так, смотрим дальше. Что у нас еще предлагает маркетинг? Это гидроплан-касатка. Ну да, вот видели вы, вот я показывал только что его. Это вот он. Это модель с бюджетного, кстати, сегмента, он недорогой. То есть модель очень превосходная вообще, у него маневренность, запускается легко и очень хорошая модель. Так, для себя, для души. Да, это которые американские наши товарищи подумали, что это приманка для рыбалки. Для приманки, да? Да, ну молодцы, конечно, мне бы фантазии не хватило придумать, что это оно. Так, сейчас я закрою. Так, поехали дальше. Что у нас там? Это катер Гидроплан Дельта X. Это вот тоже я показывал его. Скоростной ныряющий катер, модель. Да. Вот Это такая не вот. ракета, это модель подводного Да, аппарата. это не ракета и не самолет. Вот, кстати, виднеется водометный движитель у него, значит, вот эта решетка его, он внутри находится. Снаружи ничего действующего нет. То есть внутри стоит этот водомет, сама система. Угу. Так что Все внутри. да, все внутри. Тоже Да. в комплекте аппаратура, аккумулятор и так далее. Тоже готовы к запуску модели. Переходим к наборам. Это набор моделей проекта 941. Набор входит корпус, верхняя и нижняя часть, рубка с мачтами, горизонтальные и вертикальные рули, верхний стабилизатор, передние горизонтальные рули, семилопастный композитный винт 2 штуки, вал 2 штуки, рулевая тяга, насадка, обтекатель водозаборника, набор решеток, киль, подставка для моделей, переборка под валы, инструкция по сборке модели. Вот такой вот 941 проект. И ты забыл прочитать, что это новинка. То есть это из... Новинка, да. Да, это новинка. Это, то есть мы этого года уже сформировали такие наборы. Кстати, с 641 набором тоже. Угу. Так, ну вот он так выглядит. Да, здесь вот все необходимое для создания модели. Видите валы, тяги, кили, рули, винты и так далее. Насадки
виднеются вот две. Мгм. Рубка отдельно и набор мачт и решеток. Да, виднеется подставка. Вон Мгм. такая. Так, кормовая часть, здесь все хорошо. На моем проекте, на моем корпусе пришлось немножко доработать здесь, но это для меня не проблема была. Здесь все отлично, поэтому набор, в принципе, очень даже хороший, можно брать. Так, следующий набор, это тоже у меня есть этот набор, это 641 проект. Да, это тоже новинка. Тоже новинка, вот здесь вот такой чертежик. Здесь две половинки корпуса, рубка и вот набор всего Ну этого. и все, что в него входит туда. Мгм. Плюс еще эти качалки на рули я еще положил, то есть это дополнительно. Отлично. Качалки на руле. Я собираю как раз этот набор. Остановился на монтаже кормовой части. Так, ну здесь все вот винты загрунтованы, рули и решетки. Решеток очень много. Винты 3 штуки. Да, винты 3 штуки, да, на трехвальная. Трехвальная она, да. Три вала, две тяги рулевые у него. Все из нержавейки. Да, кстати, тяги и рули вот лучше заказывать сразу, чтобы потом их не париться, не искать. Это я заказал Это, сразу. да, это проблема. Вот хороший вал найти это. Так, система погружения, прочный корпус, цилиндр, диаметр 70 миллиметров. Это такой для двухвальной лодки. Да, это можно сказать, такой прямой аналог на 21 тип, на эту модель. На 21 тип, ну, в принципе, до метра можно ставить его, эту систему. Там стоит 200-миллилитровая балластная, вот, все необходимое там есть. Единственное, нужно приемник, ну, аппаратуру. Мгм. Да, кстати, вот эти все фишки выведены в аппаратный отсек или приборный отсек, который находится Да. до цистерны. Потом идет силовой отсек и агрегатный, то есть там, где уже двигатели. Так, какой курс доллара? А что покупать? Ну, это не нам вопрос, это они уже прикалываются. Так, дальше. Что это у нас? Это балластная цистерна на 350. Да, но хочу сказать, что балластных есть различные балластные. Это только я ссылку одну дал, чтобы так, чтобы имели представление. Емкости есть разные, от 50 до 500 миллилитров. Они разного типа есть. Это почти самый большой, это 350, по-моему, или 300. 300? Это Так, сколько? 350. 350, да. 350, да. 350, есть больше, есть 500 Так, вот, миллилитров. здесь вот выключатель концевик, электроника. Так, мотор, по-моему, виден с этой стороны. Да, вот он, мотор с редуктором. Да, да, Редуктор, это вращение и вот специальный, да, специальный мотор, там редуктор, и через шестерни она связана с валом. Так, ну, соответственно, при монтаже модели нужно иметь в виду, что этот шток, он выходит из цилиндра, и нужно еще столько же длины, сколько длина самой цистерны, и на пути ничего не должно быть, она же ее, чтобы шток не повредил. Чтобы не заклинило, да. Да, Чтобы не чтобы он ни заклинило. себя не повредил, ни оборудование, которое там по пути попадется. Так, смотрим еще, что у нас осталось. Четырехканальная аппаратура управления Hi-Tech лазер 4 на 35 МГц, которую мы пользуем для управления Ну, моделями. аппаратура хорошая, надежная, она правда, без электронного табло, но удобный индикатор на нем, значит, аппаратура мощная. Вот. Идет, в комплекте идет приемник, эти всякие там эти кабеля
и 3 сервопривода. Стандартного размера такие. Стандартного размера 3 сервопривода идет в комплекте. Ну, аппаратура, как говорится, как аппаратура. Вот такой Ну, коробка. аппаратура, да. Аппаратуры такой уже не выпускается, это из моих запасов. Вот. Поэтому спешите, аппаратура, как говорится, Поэтому, да. предложение ограничено. Если для подводных моделей 35 МГц это вот, ну, то, что нужно. Так, дальше что у нас еще предлагается? У нас еще Ну и даже предлагается шестиканальный оптик, тоже на 35 МГц. на 35, но есть еще на 40, еще несколько комплектов. 35-40 МГц, в принципе, тоже вот одна из... Он тоже идет в комплекте 4 сервопривода, приемник 8-канальный, там, по-моему, 7-канальный, не помню. Вот. И сам передатчик. Передатчик очень хороший. Вот. Да, единственное, хочу сказать насчет этих батарей. Батареи в комплекте изначально были аккумуляторы, но эти аккумуляторы от долгого хранения, они пришли в негодность. Мы перекомплектовали их кассетами для батареек пальчиковых таких, типа R6. Ну, такие. Вот. Так что эта кассета идет. Человеку только нужно либо купить дополнительный аккумулятор, уже свой, либо поставить 8 батареек вот типа R6 пальчиковых. Ну, там уже моделист сам решит, какие ему. Да, это уже по желанию. Так, ну, мы рассмотрели все вопросы, даже поговорили с коллегами издалека. Вот. Ребят, если еще есть вопросы, задавайте. Ну и на финал, Или, эфир твой. Слушаем, что ты у нас под конец, под финал сказать можешь, имеешь сказать, скажем так. Ну, имеется в виду по мастерской рассказать? По мастерской, по эфиру. Ну, короче, мы финализируем эфир. То есть, как бы, ну, уже последние минуты эфира идут. Эфир твой. Что считаешь нужным? Ну, хорошо, я в 2 словах уже не буду больше особо время забирать у людей. Хочу сказать, что эта мастерская, это, в принципе, она еще не в окончательном виде. Это просто, она недавно была начата. Мы постоянно что-то там доделываем, что-то переделываем, но она вот в таком состоянии. Это еще больших мне усилий потребовалось сделать там порядок, навести что-то там, чтобы люди хоть поняли, что там был вообще хаос вот такой вот. Вот такое вот все. Естественно, оно будет все доделываться, будем, как говорится, выходить на более такой, более совершенный, в совершенную ступень изготовления этих моделей и так далее. Что хочется сказать, что заказывайте наборы модели, если вы любите это собирать. Если нету возможности или не можете, то, естественно, лучше, наверное, будет вариант купить готовую модель уже и уже ее просто эксплуатировать, пускать где-то это самое. По ценам хочу сказать, что у меня не очень-то высокие цены, можно сказать, дешевле даже китайских цен. Это вот такие цены. Цены я стараюсь уже за горло сильно не брать. Уже понимаю, что сейчас времена тяжелые и все такое. Ну, уже это, ну, хочется сказать, что это не дешевое удовольствие. Это вот это все эти корпуса. Сейчас и эпоксидка дорогая, и стеклоткань недешевая. Вот. Все стараюсь покупать такое качественные материалы из таких вот, не сабы каких материалов использовать. Потом все изделия из нержавеющей стали, латунь используется. Очень
такая качественные все эти материалы. Ну, стараюсь не из сабы какого материала, а с хорошего это. Вот. Ну, что по отношению к моделям, ну, вы видите, здесь посетите наш магазин, там у нас, вот у Володи есть эта ссылочка на наш магазин, там есть все, что необходимо для постройки, ну, или для покупки каких-то этих самых моделей или каких-нибудь комплектующих к ним, по цилиндрам этим тоже. Цилиндры – это такая вещь, ее очень трудно самому делать. Это очень точные все там детали, соответственно, нужно, чтобы оно работало безотказно и так далее. Вот. Это, естественно, в домашних условиях не каждому это дано это все сделать. Ну, что еще можно добавить? По продукции, значит, в магазине добро пожаловать в наш магазин, посмотрите, выберите там, что может быть, что-то вам подойдет. Такое вот, что-нибудь, набор какой-то или этот, если заинтересует что-то. Вот. Наборов у меня много. У меня, значит, по моделям у меня 10 разных типов моделей в разных масштабах. Масштаб 1 к 72, 1 к 144. Ну и сейчас я вот последнее время делаю такие вещи, как конверсионные эти, конверсия пластиковых моделей. Покупается готовая модель пластиковая, ну, для масштабная модель, и уже туда ставится электроника и снабжается аппаратурой, модель становится радиоуправляемой. Вот такие вот наборы сейчас уже готовятся, и скоро мы вот с Володей даже это покажем вам, или я на своем форуме вам покажу эти все модели, которые эти можно будет приобрести. Вот. Но они не такие уже будут дорогие, как вот эти вот, допустим, которые из со стеклопластиковыми корпусами, а пластиковые они немножко будут дешевле. Это чтобы я еще раз говорил, еще раз повторюсь, что не все люди могут купить такую дорогостоящую модель, допустим, как вот Курск или Орел, допустим. Я уже не говорю про 641 проект. Эта модель очень дорогая, и там я ее делал год. Если так честно сказать, я ее делал год, эту модель. Вот. Ну и сейчас вот тоже уже говорил, еще раз повторюсь, ведутся работы по бюджетной радиоаппаратуре 433 МГц с готовыми радиочастотными модулями. Вот. Это тоже для бюджетных моделей. То есть у меня будут и дешевые, и средние по стоимости, и дорогие модели. То есть такие как Акула, допустим, 941 проект, ну и так далее, такие Альфа и так далее. Да, еще надо сказать пару слов о новой модели. Я ее начал недавно. Это 636 проект, варшавянка в 100-м масштабе. Это такая среднего размера модель. Ее длина 727 миллиметров. Вот. Тоже будет изготовлено, но это немножко надо будет, подождите, мы ее сделаем. Эта модель болван печатался на 3D принтере, и сейчас будет доводиться уже, я буду расшивку делать и все такое, делать к ней матрицу и так далее. Уже сделаю с нее модель, которую уже можно будет потом дальше к тиражированию поставить, и уже даже наборы можем сделать и так далее. Ну, это из новых таких.
Это я немножко приоткрываю вам наш план. Ну, а так, в принципе, Спойлер, да. да. Да, ну, в общем, планы на этот год построить, значит, 2 варшавянки, одну Альфу в 72-м масштабе, значит, одну Альфу мы уже делается, одна Альфа, и одна делается модель Алроса. Может быть, слышали, 877 В этот проект. Это наша единственная черноморская подлодка с водометным двигателем. Вот эту модель я сейчас над ней работаю. Тоже интересная модель была. Я уже одну сделал, продал. Сейчас вот делаю вторую. Вот. Ну и Тайфун, ну не Тайфун, а Акула в 941 проекте будет делаться с 941 проекта РТР модель. Значит, планируется также продолжить испытания новой аппаратуры 433 МГц для бюджетной аппаратуры, я имею в виду. Вот. Ну и так, такие вот, все такие нюансы, дела, которые я уже оговаривал раньше. Ну, в принципе, у меня все, Володь. Если можешь что-то от себя добавить. Все понятно, Илья. Большое спасибо за эфир. Если у вас нет такой классной мастерской, которую мы сегодня посмотрели, о которой мы сегодня говорили и обсуждали, это не повод бросать судомоделизм. Да, да. Это не повод. Почему? Потому что, помнишь, я тебе рассказывал, как я начинал, с чего? Я начинал вот как с обыкновенного письменного стола. Я его там оборудовал под мастерскую, это был мой верстак. И вот на нем все собиралось. Вот на таких это. Так что, если у вас письменный стол есть, оборудуйте на нем такую миниатюрную какую-нибудь мастерскую, занимайтесь любимым делом и делайте модель. Даже если вы живете в Сибири и у вас сейчас мороз, Даже если в Сибири и везде, это не весна придет, а там опять будет тепло и можно будет заниматься. Я доснимаю до конца этот ролик про 641 проект. Сейчас я делать это не могу, потому что заработать, пылить здесь. Я сижу в квартире, и есть тут со мной живут еще люди, и это просто, ну, по правилам общежития делать нельзя, поэтому жду пока. Нельзя, да. Пока Потому что жду, пока растает. стеклоткань, я всем предупреждаю, что эта стеклоткань надо работать только на улице, либо в хорошо проветренном помещении, где есть вытяжка. Да, поэтому здесь Потому что это нельзя. это для здоровья это небезопасно. Ну вот, пока, ну а дальше, пока что на данный момент занимаюсь чертежами, проектами. Если вы умеете что-то чертить в 3D и чертить это грамотно, вы можете отправить Ильи в Ялту, он вам поможет реализации этого вашего проекта. Если вы не хотите ничего чертить и вам нужно что-то уже почти готовое, покупаем набор наборов, 10 видов, 10 типов, выбирайте, какой вам понравится, и занимайтесь сборкой модели. Вам не нужно ничего делать, вы просто компонуете, строите модель уже по своему видению. Если и это вам, ну, по каким-то причинам не идет, готовую модель купили, ну, кто-то что-то все равно доделает, ну, в общем случае уже почти все будет готово, и у вас будет модель вашей мечты, которую можете запускать, хранить на полке, показывать гостям, гордиться собой. Все виды работ, пожалуйста, мы вам сегодня почти 3 часа об этом рассказывали и рассказали. И показывали. И показывали, да. Ну, у нас, как говорится, не последний эфир с Ильей, что-то будет новое, мы обязательно выйдем в эфир в этом году, ну, еще как минимум, ну, 2 раза точно, я думаю, что про РТР модели, ну, и там еще что придумаем.
Ну а дальше следите за анонсами. RCN24 работает для вас. Всегда обращайтесь, пишите, переписывайтесь. Спрашивайте, что-то вы не поняли на стриме, вопросы мы переадресуем. Ну или ответим сами, если знаем. Вот Андрей Архипов пишет: главное время и желание. Я бы еще добавил и деньги. Сверху. Ну, деньги это самое главное. Да, понимаете, если у вас есть время и желание, но у вас нет на это все денег, тупо вы не можете купить краску, либо мотор, либо какие-то материалы. Блин, что делать с этим временем и возможностью? Поэтому желаем вам времени, желания, возможностей и денег. Эли, спасибо за эфир. Было здорово. Рад был тебя очередной раз видеть. Ну, как говорится, до будущих встреч. Да, до будущих встреч и всем нашим друзьям и подписчикам, и форумчанам, и зарубежным нашим друзьям тоже. Да, Всего хорошего, до новых встреч. да что-то замолчали, видимо, ушли уже куда-то. Все, ребят, давайте, пока-пока. Или, спасибо. Пока.